Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал! Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы быть в курсе новых видео. Они уходят после того, как госпожа Сабиха велит Джавахиру держаться подальше от моей семьи и близких, иначе вы поймете, что то, что я сказал, не пустая угроза. Пока Ясмин и Харун обсуждают вечеринку для ребенка, они внезапно начинают спорить. Харун встает из-за стола и уходит, но Ясмин говорит Цеврии: «Не волнуйся, я ее уговорю». Пока госпожа Сабиха думает, что она найдет способ убедить Джавахира, несмотря ни на что, когда Баран приходит к ней, госпожа Сабиха сначала удивляется, а затем, когда Баран спрашивает, она упоминает, что они говорили о работе. Несмотря на то, что Баран заставляет Сабиху, она не может добиться от нее ни слова, но даже если она не убеждена, они уходят и расходятся. Поскольку Гуль не могла связаться с Фератом, ей стало очень любопытно, и в этот момент Ферат подошел и обнял Гуля, когда увидел ее. Ясмин каким-то образом удается убедить Харуна. Дилан очень злится на Барана, и Гуль пытается ее успокоить. В то время как Ясмин планирует экстремальные вещи для гендерной вечеринки, Харун думает так же просто. Кладя ложки и вилки на Цеврии, она находит конверт с написанным на нем полом ребенка и берет его. Берен приходит в комнату, и Дилан ставит ему подножку. Берен держит Дилана за руки и объясняет, что бы я ни делал, я делаю это для нашей семьи, я должен это делать, так что не сердитесь на меня. Дилан говорит, что каждый раз, когда ты выходишь из дома, я сижу на нервах в этом доме, я всегда думаю о тебе и нашем малыше, и как мать я должна защищать жизнь внутри себя. Берен говорит, что я должен защитить вас обоих, я совсем справлюсь, не волнуйтесь. Когда Дилан внезапно говорит, что он пахнет шоколадом, Берен достает его из кармана и передает Дилану. Дилан очень рад, когда видит шоколад, тут же открывает его и начинает есть. Затем Берен достает из кармана розу и протягивает ее Дилану. Госпожа Кадер готовит очень красивый стол, и все, включая дядю Ахмета, собираются за этим столом. Они все вместе едят и приятно беседуют. Госпожа Сабиха сообщает Хавину, что видела Барана с Джавахиром. Не понимая, кто такой Джавахир, он решает, что сделает то, что необходимо, и просит Хавина вызвать адвоката. Пока Дилан ест с большим аппетитом, госпожа Азади наблюдает за ним с улыбкой. Они вместе загадывают доброе пожелание и хором говорят «Аминь». Дядя Ахмед говорит, что во всем, что происходит, есть добро. Когда Ясмин говорит, что это кинофестиваль, а затем спрашивает, стоит ли нам пойти вместе, Харун говорит, что я не могу прийти на кинофестиваль, он меня душит, мне лучше встать и пойти домой. Баран думает о разговоре Джавахира, в котором он рассказал историю лисы и волка. Затем он думает о том, что госпожа Сабиха делает с этим человеком, а затем вспоминает тот момент, когда Джавахир спросил, есть ли какие-либо события в отношении нападения. Женщины Карабея все сидят вместе и вяжут. Госпожа Азади просит показать это одеяло Дилану и посмотреть, что из этого получится. Когда Дилан раскрывает одеяло и показывает ему, он говорит, что он школьник, но отлично справляется с работой, и дамы Дилан и Кейдер улыбаются. Господин Баран Кудрет вызывает Ферата и Джихана в свой кабинет и говорит, что нам следует провести расследование еще раз, думая, что Сабиха Ханем и Джавахир встречаются, и Джавахир постоянно появляется перед ними. Он говорит, что встретил жену водоноса в Ферате и что женщина рассказала ему, что однажды ночью кто-то дал деньги ее мужу, но она не могла видеть, кто это был. Потом я услышал шаги позади себя, кажется, за мной следили. Когда я говорю «баран», это означает, что с этого момента нам следует быть более осторожными. Пока госпожа Сабиха сидит, звонит Дилан и спрашивает, наш разговор был незавершенным, ты все еще не собираешься ничего говорить. Когда госпожа Сабиха говорит, я не хочу вовлекать тебя в эти дела, моя дорогая дочь, Дилан злится, говоря, через что мне пришлось пройти из-за этого человека. Госпожа Сабиха говорит Дилану, что вам никогда не причинят вреда, я этого не допущу, и они кладут трубку. Хевен сообщает Сабихе, что прибыл адвокат.
Пока Ферат грустно думает, Гуль приходит к нему и спрашивает: «С тобой что-то не так, что случилось?» Ферат пытается убедить его, рассказывая другие вещи, но Гуля это не убеждает. Когда Ферат говорит: «Я думаю о том, что я делал в прошлом, я думаю об ошибках, которые я совершил в прошлом», — говорит Гуль, «мы закрыли эти книги, я не хочу ничему учиться. Что касается прошлого, я люблю этого Ферата, просто оставь его в покое, пожалуйста». Пока Дилан спит, Берен приносит ему стакан молока. Дилан говорит: «Благодаря тебе я выпила столько молока, что когда ребенок родится, не будет необходимости кормить грудью». Затем Дилан говорит: «Насколько ясно говорит госпожа Азади о мальчике», и Берен говорит: «Как здорово, если это мальчик, он отдаст тебе вес золота». Дилан говорит: «Но я не буду тебя взвешивать. В этом состоянии я подожду, пока не приду в свое окончательное состояние». Потом они обнимаются и ложатся спать. Утром, когда Берен желает Дилану доброго утра, его тошнит, и Баран предлагает ему крендель, но Дилан не хочет его есть и идет к раковине. В этот момент быстро приходит Баран и думает, что Дилан войдет раньше него, но Баран пришел только для того, чтобы открыть дверь Дилану. Пока Джавахир играет в шахматы и говорит, что судьба всех вас в моих руках, приходит Шаир и говорит, что он разделил наследство Сабихи Ханем. Джавахир наставляет поэта, что пытается сделать эта женщина. «Давайте накажем эту женщину за то, что она сделала раньше». Ясмин составляет план, и когда она открывает ящик, чтобы взять конверт с указанием пола ребенка, они не могут его найти, спорят о том, куда он делся, и обвиняют друг друга. Баран продолжает думать о моменте встречи Сабихи Ханем и Джавахира. Вы можете поделиться своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы видеть больше видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания.